Привет, друзья! С вами снова канал «Не беглый». И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Очередные скандалы, которые произошли в белорусской демтусовке на минувшей неделе, уже не вызывают удивления. Все происходящее вызывает, скорее всего, чувство стыда и отвращения. Стыда за то, что приходится быть невольным участником этих процессов. Отвращение от тех, кто назвался лидерами протеста и продолжает паразитировать на надеждах и болях белорусов. Но давайте обо всем по порядку. А пока что убедитесь, что вы подписаны на канал «Не беглый». После просмотра видео не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий. И обязательно поделитесь видео со своими друзьями. Видимо, Пал Палычу по-прежнему не дает покоя, что информационная повестка в белорусском комьюнити крутится не вокруг его персоны. Поэтому он решил пойти с козырей. Латушка решил не мелочиться и не баловаться какими-то там рассылками диппиков. Как господин Стрижак, он решил просто домогаться к женщинам, используя свое служебное положение. По крайней мере, так говорит Ольга Карпушонок, бывшая соратница Пал Палыча по НАУ, которая записала видеообращение по этому поводу. Судить о правдивости ее претензий к Латушка мы пока что не беремся. Видео выглядит настоящим. Говорит Ольга на нем естественно. Оказывали ли на нее какое-то давление, неизвестно. Понятно, что и сам Латушка, и члены его секты уже поспешили обвинить Карпушонок в работе на КГБ Беларуси. Такое поведение ярых сторонников и офиса, и НАО, и ОПК уже не вызывает удивления. Чуть кто-то посмеет их критиковать или, как в данном случае, обвинять, на него тут же вешают самые разные ярлыки. Слухи о любви обильности Пал Палыча ходят в белорусских эмиграциях давно. Говорят, многие дамы не самых высоких моральных принципов попадали под его служебное влияние и обещание стать первой леди. Но раньше эта информация не выносилась в публичное пространство. Видимо, всех все устраивало. Но рано или поздно правда вылазит наружу. И случай с Латушко – очередное тому подтверждение. Естественно, что Пал Палыч сразу перешел к активной обороне своей репутации. Тут тебе и слова поддержки от многочисленных европейских лидеров, и очередные электронные письма с угрозами от КГБ, и даже рассказы о том, как Латушка помогает всему нашему протестному движению из собственных средств. Правда, сделаем одно небольшое, но важное уточнение. Все это мы знаем только со слов самого же Латушки. Естественно, никаких подтверждений этому нет. А верить или нет второму джентльмену белорусских демсил – это дело каждого. Как и верить его словам о том, что Карпушонок в свое время не прошла полиграф СБУ. И на этих словах хотелось бы остановиться подробнее. Потому что, когда человек делает такие заявления, то он должен быть сам готов пройти независимый полиграф. И есть стойкая уверенность, что ни Латушка, ни члены НАО, ни весь блок имени Латушка в Координационном совете не прошли бы такой полиграф. В свое время, после скандала с Мельниковой, ваш покорный слуга призывал всех так называемых лидеров, включая Латушко, пройти независимый полиграф. Конечно же, это предложение они проигнорировали. И, скорее всего, очевидно. Почему? Потому что могут вылезти наружу очень интересные подробности жизни и деятельности этих так называемых лидеров. Кстати, про Мельникову на неделе в инфополе всплыла информация о том, что аккаунт Мельниковой, зарегистрированный на польский номер, вдруг снова стал активным. Еще раньше от первого леди мы узнали,
что есть свежее видео с Мельниковой. Так что вполне может случиться, что скоро мы узнаем подробности исчезновения одной из участниц гарема. Ой, прошу прощения, команды «Латурка». Возможно, если бы господин Леонщик не зажал 10 тысяч евро Сергею Тихановскому, то простые белорусы уже смогли бы убедиться, что Мельникова жива. Если, конечно, это видео действительно существует. Конечно, всю прошлую неделю активно обсуждалось исчезновение Анатолия Котова, еще одного бывшего соратника господина Латушко. Причем, можно сказать, дважды соратника. Еще в 2006-2010 Котов поработал под руководством Латушко на режим Лукашенко в польском дипломатическом представительстве. И вот спустя почти 20 лет они снова сошлись на том же месте, в Варшаве. И очень похоже, что и режим, на который они работали, сейчас остался тот же. Судя по публичной информации, пути Латурка и Котова разошлись на фоне денежного скандала. Что само по себе не удивительно для так называемых лидеров белорусских демсил. И вот мы видим, что исчезает господин Котов по очень похожему сценарию с Мельниковой. Я имею в виду, что он выезжает в страну, которая помечена небезопасной для посещения теми, кто преследуется режимом. А затем он просто теряется. И, как в случае с Мельниковой, я не удивлюсь, если выяснится, что исчез он тоже с энной суммой денег и прихватив с собой ценную информацию. Непонятные вещи творятся в окружении Латушко. Сюжеты закручиваются похлеще, чем в мыльных операх. Но только происходит это все не в кино, а на наших с вами глазах. На глазах простых белорусов, которые верили, а некоторые и продолжают слепо верить в так называемых лидеров. И эти самые лидеры просто растоптали все ожидания и надежды белорусов. И продолжают их топтать. Снова с молчаливого согласия большинства. Пока что ситуация с Котовым выглядит как и ситуация с Мельниковой. Со стороны создается впечатление, что этих агентов просто эвакуировали из командировки после выполнения поставленных задач. Но это означает, что еще много таких агентов здесь осталось. И независимый полиграф мог бы хоть немного помочь их выявлению. Хотя, если говорить откровенно, то для нынешних демструктур, которые работают в эмиграции, вопрос чистоты рядов в принципе не стоит на повестке дня. И самое неприятное, что даже среди организаций, представляющих интересы политзаключенных или созданных самими бывшими политзаключенными, этот вопрос проигнорирован. Иначе, чем объяснить отсутствие внятной реакции на выявление информации о том, как бывшие женщины-политзаключенные стучали друг на друга? Я обратился с этим вопросом и к несменному руководителю БАБ «Доволи» Олегу Кулеше, и к представителям АПБ. Кто не знает, это две организации, созданные для представления и защиты интересов бывших политзаключенных. И в одной из них, БАБ «Доволи», как раз и состоят Антонина Коновалова и Ирина Счастная, а также ранее состояла Анна Вишняк. Это те самые бывшие политзаключенные, которые упоминались в известных материалах пропагандонов режима. Так вот, отсутствие реакции может говорить об одном. В этих структурах не видят ничего плохого в том, что люди сотрудничали с администрацией колонии и стучали на других политзаключенных. И если это действительно позиция ассоциации, то тогда вопрос ко всем бывшим политзаключенным. Вас это устраивает? Что интересно, отсутствие реакции БАБ «Доволи» на стукачей в своих рядах происходит на фоне мгновенной реакции, когда пришлось отбеливать своего шефа от сексуального скандала. И возникает резонный вопрос. А чьи интересы в реальности защищает ассоциация? Или все равны, но есть те, кто равнее? Или, может быть, кто-то хочет быть хорошим для всех?
Особенно на фоне слухов о том, что небезызвестный господин Леончик ищет варианты для замены путей получения денег от западных доноров на фоне финансовых скандалов. И одним из основных вариантов рассматривается именно баб Доволи. По крайней мере, так говорит наш источник. И вроде бы хорошее и правильное дело – получать целевые деньги для поддержки и помощи политзаключенным. Но делать это вместе с теми, кто полностью себя дискредитировал, это не самый удачный вариант. И именно поэтому в воздухе все громче и громче витает идея создания реально независимого и самостоятельного объединения политзаключенных, которому Латушко не будет указывать, как голосовать в Координационном совете, а офис Тихановской не будет рассказывать, как правильно помогать политзаключенным. Ну и раз уж вспомнили офис, то уделим немного внимания и ему. Тем более на минувшей неделе тонущий корабль, офис Светланы Тихановской, получил еще одну пробоину. Его покинула очередной советник, на этот раз по образованию и науке, Татьяна Шевцова. А именно она занимала эту должность. В традициях офиса не дала никаких пояснений, почему она уходит, ограничившись общей фразой про целый ряд обстоятельств. Интересно, среди этих обстоятельств есть такое, что по неподтвержденной информации офис собирается переезжать в Варшаву. Даже интересно, какой будет реакция господина Латушко, если вдруг приедут главные конкуренты на звание первого джентльмена и первой леди белорусских демсил. Пока господин Латушко ломает голову над этой проблемой, чета Тихановских решила смотаться в Данию. Скандинавские страны – одни из основных доноров различных офисных инициатив. Поэтому направление визита неудивительно. Комментировать по этой поездке особо нечего. Хотелось бы, конечно, обсудить стрим Тихановского и как он отвечает на острые вопросы. Но острые вопросы в чате стрима удалялись модераторами со скоростью света. Поэтому нет смысла и останавливаться на нем. А вот комментарии под записью стрима модераторы, видимо, забыли почистить, либо устали. А эти комментарии говорят сами за себя. Ну и в конце нашего выпуска приходится вспомнить дело печально известного Гаюна. Счет арестованных по нему уже идет на сотни. Сотни – это только арестованных. А добавьте сюда членов их семей, и это будут уже тысячи белорусов, которые пострадали не только из-за режима, но и из-за преступной халатности тех, кому белорусы доверили свое настоящее и будущее. И хочется заочно обратиться к Матолько и его ярым защитникам. Тихановской, Вечерко, Добровольскому, Леончику и же с ними. Как там? Хотя бы совесть мучает за то, что в том числе из-за вас сотни белорусов попали в тюрьму, подвергаются пыткам и унижениям. Придет время, и каждый ответит за свои деяния. На сегодня это, пожалуй, все, о чем мы хотели рассказать. Конечно, хотелось бы следующий дайджест начать со слов радости, что из плена выпустили наших ребят, и что в белорусской эмиграции никаких скандалов и интриг. Но это тот случай, когда в первое верится больше, чем во второе. Как есть. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Поддержите нас лайком и комментарием. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.